Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Вологодский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении 5 обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статье 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. Как пояснили в свою очередь в МВД, перед судом предстали предполагаемый вор в законе, а также 4 его ближайших подручных. Они были так называемыми смотрящими, то есть руководили криминальной жизнью на определенных территориях. 3 обвиняемых были смотрящими в городах Череповец, Великий Устюг и Вологда. Еще один сейчас находится в колонии. Судя по всему, там он тоже выполнял функции смотрящего. Как напоминает член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров, в 2019 году Уголовный кодекс дополнен статьей 210.1, которая устанавливает уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. За это предусматривается лишение свободы от 8 до 15 лет. По словам экспертов, в криминальном мире серьезно отнеслись к новшеству. Закон загоняет крестных отцов в угол. Признание своего статуса фактически приравнено к явке с повинной. Отрицание противоречит внутренним правилам теневого мира. Сейчас криминальные авторитеты изобретают различные словесные формулы, чтобы и не признаваться, и правил не нарушать. А некоторые вообще называют себя кем-то вроде, мол, я тут не смотрящий, я просто выполняю его обязанности. По новой статье, криминальный авторитет рискует получить новый срок, даже не выходя из тюрьмы. Впрочем, новые нормы озадачили и правоведов. Масса деталей требует технической проработки. Как доказывать вину? Кого считать криминальным авторитетом? В теории уголовного права пока не выработано единого подхода к толкованию понятия лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, говорит Дмитрий Уваров. Но подходы сейчас активно нарабатываются на практике. Первый приговор по новой статье был вынесен в октябре 2020 года Мосгорсудом. Сейчас такие дела набирают ход. Например, в начале февраля в Челябинской области обвинение по новой статье предъявлено гражданину, которого правоохранители считают криминальным авторитетом. Кроме того, он подозревается в незаконном обороте оружия и разбое. А Липецкий областной суд уже приступил к рассмотрению дела заключенного, который уже несколько лет сидит в тюрьме номер 2 в Ельце. Когда-то он был осужден на 17 лет за кражу и разбой. Сейчас его обвиняют в том, что он является вором в законе. Член Ассоциации юристов России Ольга Турунина обратила внимание на то, что новая статья позволяет наказывать тех, кого раньше нельзя было привлечь к ответственности, ввиду того, что формально они не совершали преступлений.